Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Сегодня я для вас сделаю расклад на тему его мысли и чувства к вам сегодня. Давайте посмотрим вначале на колоде Ленорман, потом на Кипер. Можете смотреть все видео, всегда найдете какие-то для себя подсказки. Итак, его мысли и чувства к вам сегодня. Посмотрим атмосферу, как обычно я смотрю. Атмосферу в вашей паре. Возможно, у некоторых я уже вижу блок на ночном уровне. А здесь карты показывают, что вы думаете о том, чтобы как-то прояснить ситуацию, решить ситуацию, которая может быть связана с отдалением между вами. Он недалеко от вас находится и тоже хотел бы прояснить ситуацию. И здесь где-то его, как говорится, он отвернулся от своего ночного уровня, отвернулся от манипуляций, хотел бы что-то прояснить, да, тоже. Хотел бы радости в своей жизни, так я скажу, потому что такие карты, карта Солнца у вас, что вы хотели бы радости, у него тоже тучи как бы хотел бы разогнать руками, да. Ну что ж, давайте посмотрим его мысли и чувства к вам сегодня более конкретно. Так. Что он нам расскажет сегодня? Так, здесь карта компаса выходит, да? Компас — это когда идете в каком-то направлении, когда выбираете какое-то направление. Ну вот мы сейчас посмотрим, что нам этот компас хочет сказать. Еще одна дополнительная карта, поэтому будем еще дальше смотреть. Так, интересно, но карты говорят, что путь выбран, в принципе, по направлению к своей мечте. Глубоким чувством и по направлению к своей мечте. И кем этот путь будет выбран, мы посмотрим. Но пока есть преграды, связанные с отдалениями или с расстояниями. И именно вот этот блок, который существует в отношениях, он не дает развеять тучи, не дает прояснить какую-то ситуацию между вами. Да. Вы не можете поговорить по душам и снять вот этот груз, который мешает вам наладить отношения. Здесь вот блок на разговорах мешает вашим отношениям. Блок, связанный с тем, что не прояснена какая-то ситуация, может быть также то, что есть расстояние у некоторых, да, не у всех. И ваш медведь, ваш мужчина, он как раз думает о том, что он хочет сократить эти расстояния. Он хочет идти по направлению к своей мечте, и здесь мне карты подтверждают именно его мысли об этом. И он хочет поговорить, да. Он уже понял, что ему нужно с вами поговорить, что нужно снять все блоки между вами, и встретиться тоже нужно. Он хотел бы перемен в ваших отношениях. Здесь карта любви идет. Любви, но также поиска возможностей для того, чтобы это осуществить. Как-то гору вот эту обойти, которая возникла между вами. Он хотел бы найти возможность, как эту гору обойти, но пока, скорее всего, он только
в процессе, да, он пока я не вижу действий, может быть, потом он нам покажет, какие он действия будет делать. И эта гора даже где-то выставлена самими вами. Может быть, из-за того, что он где-то вас обманул в чем-то в прошлом или сманипулировал каким-то образом. У вас в голове этот блок. Блок также. Блок на расстояниях может быть, и блок может быть именно в вашей голове, который мешает вам где-то посмотреть на ситуацию вот прям, ну, реально, да, вот то, как она есть. Потому что вы вот этим блоком где-то себя, может быть, в иллюзии в какие-то отправили, или же просто видите ситуацию не так, как она есть. Вот таким вот образом. Здесь вы первые вышли, поэтому я и говорю. Ну и я, как уже говорила, с первых карт расклада, здесь, скорее всего, блок на ночных отношениях тоже есть, да? Тоже есть такой блок. Медведь хочет написать вам письмо, вы смотрите, да, он думает о том, чтобы идти по направлению к вам, но ему надо какие-то, ну, найти какой-то способ, чтобы к вам подойти, помириться, да. Здесь вы смотрите, в принципе, друг на друга. Ну, вы смотрите, потому что вы его видите таким сильным, хотите, может быть, таким видеть, таким, как говорится, мужчиной-защитником, да. Вот. Но на дневном уровне он пока здесь не вышел. Видимо, на дневном уровне, может быть, он себя так не совсем проявляет. Давайте мы посмотрим. Вы идете, вот именно идете навстречу друг с другом. Вы вспоминаете о нем как о таком сильном человеке, возможно, может быть, да. Может быть, даже страстном, огненной стихии. Не у всех проиграется, но так может быть. И хотели бы с ним и встречи, и наведения мостов. Он тоже этого хочет. Но это только ночной уровень отношений. У него есть выбор, что ему делать, либо ему каким-то образом попытаться наладить с вами отношения. Может быть, просто написать письмо. И, кстати, написать письмо это будет даже лучший путь, как вот мне карты показывают, что написать просто какое-то письмо, дать о себе знать, это даже для него лучший путь, и это его действие. В принципе, он понимает, как ему действовать. Он понимает, что уже манипулировать или как-то обманывать он не хочет. И это путь на отдаление. Вот мне карты говорят, что он осознал что-то. И играть на два фронта ему здесь не нравится. То есть здесь карты показывают, он больше не хочет играть на два фронта. Если, ну, я имею в виду, если были такие, ну, у кого-то так, а у кого-то просто игра, да, то есть какие-то уловки, недосказанности, качели, да, вот у некоторых, у кого треугольники, там он не хочет больше этого, чтобы было все не по-честному. А у кого просто качели, он тоже понимает, что это не тот путь, не тот светлый путь. А то, что написать, да, написать, просто поговорить, найти возможность поговорить друг с другом, это очень даже неплохой путь. И здесь, может быть, у некоторых достаточно долгое время не было отношений на ночном уровне. У некоторых карта показывает, время пришло для этого, да. И все это, конечно, дает вам тяжесть определенную. Видно, что у вас сейчас в голове очень много негативных мыслей и блоков. Может, это связано с вашим родом, со страхами, которые по роду передавались, да? Здесь карта креста выходит, она может за это показывать. То есть вы, может быть, не такая простая, не такой, ну, человек, может быть, такой
более, ну, не такой легкий, да, более сложный, более с таким характером. Но это по наследству. Скорее всего, по роду у вас такое. Но, тем не менее, смотрите, этот мужчина вам по судьбе. Он думает о вас и днями, и ночами, и на дневном, и на ночном уровне. Вот я думала, он рядом с вами не выйдет, но он вышел. И он хотел бы вам сказать, что он надеется на то, что все горы закончатся. Вот он сегодня, да, думает об этом и хотел бы вам сказать, что он хочет найти к вам подход, что он хочет с вами поговорить, и он понимает, что вы его крест, его судьба. Да? То есть крест — это не обязательно тяжесть или какой-то карма, это может быть просто судьба, просто что-то светлое в его жизни, да? Он надеется на это и думает о вас и на одном уровне, и на другом. Вы у него в голове на всех уровнях, но это замечательно. Это просто хорошо очень даже. Ну и мы сейчас посмотрим, что в будущем, ну, какие действия он будет предпринимать, и будут ли вообще какие-то действия предпринимать. Здесь у него могут быть влияния в его семье, да, могут быть какие-то проблемы. Здесь у некоторых также, может, он думает, что вы его в чем-то обманывали. Может быть, да, ну, у всех здесь общий расклад, и ситуации могут быть и с той, и с другой стороны. Как бы с намеком, да, вот таким. Что я хочу сказать? Он вас любит. Вот мне даже тут говорить особо нечего, да, потому что, ну, вообще замечательные карты, и они показывают на любовь взаимную между вами, на сложности, которые есть в ваших отношениях, но тем не менее, это сложная любовь, может быть, была или есть. Любовь, где нужно принимать и ему больше, наверное, с какой-то стороны решение, в какую сторону идти. Ну, да, и вам может быть, у вас тоже может быть именно с ним какой-то только один уровень был в отношениях. И здесь он говорит о том, что вы для него ценны на всех уровнях, что он будет идти к любви, он будет зарабатывать деньги ради того, чтобы быть с любимым человеком. Он это хочет сейчас сказать, об этом думает. Он будет идти к вашей любви. Здесь очень хорошие карты. Он хочет крепких отношений, где будет царить и любовь, где будут и деньги, да, вот все вот это. Он выбирает путь любви. Он выбирает поговорить с вами, помириться, если, ну, где-то у вас что-то в этом было. Вот как я говорила, он хочет идти по направлению к своей мечте. А мечта его — это вы, да, это вы. Это вы и любовь к вам. Вот он об этом рассказывает, и любовь к вам. И ему сейчас на сердце не так-то легко из-за того блока, который между вами есть. Вот его мысли и чувства сегодня. Давайте посмотрим на другой колоде. Такие вот мысли и чувства. Ну, это хорошие карты вышли, да, сегодня. Любовь тут есть. Это замечательно. Значит, в правильном направлении идет, да. Давайте посмотрим на колоде Кипер, что колода Кипер нам сегодня расскажет. И также возьмем атмосферу. Атмосферу в ваших отношениях, его мысли и чувства к вам сегодня. Так. Ну, вы как бы долгое время ожидали, что те, кто мешает вам в чем-то в вашей жизни, какие-то манипуляторы, враги, что, ну, как бы их высшие силы поставят на место, да, так скажем. Вот у вас такое состояние, когда же все нормализуется, когда враги уйдут из вашей жизни. Так, а он
Он ограничен сейчас в каких-то передвижениях, он может быть связан с какими-то ограничениями в плане каких-то юридических инстанций, да, может быть такой момент. Он себя чувствует, что не может идти к переменам, но хочет этого. Он не знает, может быть, где-то, как обойти, но в принципе он уже смотрит на карту перемен в своей жизни, может быть, поездки, и он к ней будет идти. Хотя его что-то ограничивает, он прекрасно это понимает. Что-то ограничивает в его жизни. Так, давайте посмотрим его мысли и чувства к вам сегодня. Что он нам расскажет? Так, ну смотрите, он вышел сам здесь. Он, конечно, вышел в такой позиции. Я надеюсь, карты мне сами расскажут, дадут подсказку, какого еще здесь, как его еще видеть в этом раскладе. Потому что позиция у него, конечно, такая. Он, конечно, вышел сам первый, и он хочет вам написать. Да, я все прекрасно понимаю, но он вышел не совсем в такой позиции, как мне хотелось бы узнать. То, что он вышел, говорит о том, что он готов к разговору. И здесь он, может быть, хочет, ну, как бы получил какое-то письмо издалека. Да, здесь какие-то изменения идут в его жизни, и, возможно, это будет связано с вашими отношениями, да, видите, карта любви. Я вижу, что он хочет вам сказать, ну, как бы не то, что сказать, а его чувства связаны с тем, чтобы изменить состояние одиночества, которое есть между вами. Похожая энергетика из предыдущего расклада. И здесь карты говорят о том, что перемены идут в том, что вы где-то были одиноки, без любимого человека рядом, и перемены идут, будет какое-то известие. Он хочет это написать. То, что были переживания по поводу отношений, по поводу любви, это будет глоток свежего воздуха. Он это хочет вам сказать. Но здесь у некоторых может быть расстояние, дом на отдалении. Он переживает об этом, да? Он переживает, может быть, где-то о своей семье, о своем доме. О доме, где у него есть, ну, или о том месте, где ему хорошо. И с этим домом у него расстояние, отдаление почему-то выходит, да? Вот так вот. Он переживает по поводу этого. Ну, смотрите, вы здесь вышли. Он переживает от того, теперь я вижу, что между вами нет общего дома. И, скорее всего, вы, видите, вы смотрите в разные стороны, поэтому я и сказала, что не очень хорошо, когда так вот вышла комбинация. Но мы, тем не менее, смотрим расклад не на будущее, а на его мысли и чувства сейчас, в данный момент. Я могу сказать, что он переживает по поводу того, что произошло между вами. Может быть, какое-то известие было между вами, которое вас разъединило, огорчило, отправило на расстояние, да? То есть что-то произошло, что вот повлияло на ваше отношение. Но, тем не менее, вы выходите друг на друга в картах. Это очень важно, смотрите. Ой, даже так, да. Может быть, вы узнали о том, что он женился. Ну, прям вот я в лоб скажу. Или у него какие-то отношения. И он переживает все-таки по поводу того, что не с вами у него дом. Вот что, какие у него чувства. Он, наверное, вышел в такую позицию, что не хотел нам мысли его показать. Но чувства ты не скроешь, да? Чувства у него к вам есть.
чувства есть у него к вам. Может быть, это связано было с деньгами. Но смотрите, я хочу сказать, что вы сами тот человек, который идете к счастливым отношениям. У вас это в будущем будет. Вот что я хочу сказать. С ним или с другим мужчиной мы обязательно это увидим, я думаю, дальше. Но вас в будущем ожидает удача и счастье в отношениях. Имейте это в виду. Имейте в виду. Может быть, нужно будет поработать над этим. Да, здесь, конечно, нужно будет вам поработать, но тем не менее у вас идут перемены. Может быть, это будет связано с вашим мужчиной, да? Вот эта карта у него в преддиагностике была. Он как хотел бы приехать, но у него есть какие-то ограничения. Что-то его останавливает, но тем не менее эта карта все равно вышла. Он пока не смотрит в будущее, где-то он завис и, может быть, просто не хочет пока ничего предпринимать. Но все идет к движению, все идет к движению. Вот, как интересно, да? И здесь карта суда, может быть, вы его в чем-то обвиняете, Здесь идет мне даже вот разрыв. Мне идет не только какие-то там моменты, разрыв идет, осуждения какие-то именно с вашей стороны этого человека. Да. Но идут перемены в этом. Я вам скажу, что у вас, вот мне карты здесь показывают то, что у вас все будет складываться замечательно в любви. И вас ожидает какой-то подарок. Может быть, это будет касаться письма от вашего вот этого мужчины, о котором вы думаете, на которого вы смотрите. Ну, что-то положительное идет в вашу жизнь однозначно, связанное с любовью. Видите, даже достойная награда вам идет. Достойная награда идет с чем? И в деньгах, и в каком-то, ну, даже, может быть, неожиданных ценностях, да, и они выходят на карту отношений, на карту любви. То есть что-то, вот какой-то вас подарок судьбы ждет. Вот эта карта ограничений, которая вот, у него ограничения есть, связанные с какими-то юридическими документами и связанными, возможно, с домом каким-то образом, да. Да, здесь еще женщина какая-то. Женщина в доме может его ограничивать, да, в такой момент. Обычно я этот сигнификатор смотрю как ваш, но может еще какая-то женщина быть. И она не плохая, нормальная женщина, да. Это может быть его мама, которая постарше, да, седая уже такая. Может быть, или с какой-либо другой родственницей какие-то ограничения есть. Беспокойство по поводу каких-то юридических дел здесь идет, да, по поводу каких-то юридических дел. Ну что ж. Ну, здесь третье лицо также выходит. Фальшивая персона выходит, которая думает о ночных отношениях. Но, знаете, может быть, обман был где-то в ночных отношениях тоже, да, здесь такой момент. Может быть, сам мужчина это был фальшивой персоной. Ну, что хочу сказать. Он, может быть, сейчас еще с кем-то находится. Вот в чем момент. То есть у него могут быть отношения еще с кем-то, вот у этого человека вашего. Это просто как бы
открывается мне такое. Но, тем не менее, я вот уже сказала, вас ожидает в ближайшее время изменение вашей ситуации. Может, даже не с этим мужчиной. Потому что этот мужчина, он как бы остается в вашем прошлом. Я хочу спросить у карт, что он по поводу вас думает. Ну, я говорила, да, что он переживает, что, ну, чувства его такие, что он переживает по поводу того, что не получилось между вами общего дома, да, вот такой вот момент. Но он как бы пока в прошлом выходит. Жизнь меняется очень быстро. На самом деле вы даже не замечаете, как она меняется. Она может меняться где-то не в вашем пространстве, а уже где-то начала меняться, и на вас это отражаться может через какое-то время. Да? То есть такие взаимосвязи. Давайте я уточню у карт, что он думает по поводу вас, раз уж он в такой позиции вышел, но я, тем не менее, возьму эти карты. Он очень долгое время находится в состоянии тяжести. Его мысли очень долгое время находились в состоянии тяжести, и он хотел бы просвета. На самом деле здесь карта показывает то, что он где-то, возможно, наблюдает за вами, да, подглядывает, ну и только. Ну и только. Но все мысли у него о том, что где-то у него был где-то этот цвет, и этот цвет это вы, и на который он готов был идти, если бы не было каких-то ограничений. У него может быть ограничения, связанные с работой, с тяжелой, причем нелегкой, непростой. И ему приходится вот где-то только вот так. Ну и я хочу спросить тогда у карт, что вам по судьбе, да? Что вам по судьбе? Ну, карты очень хорошие, карты говорят о том, что вам по судьбе неожиданное счастье, связанное с, во-первых, в семье по судьбе счастье вам. Во-вторых, неожиданно, может быть, связано что-то будет с недвижимостью, да, с родственными связями. И вы где-то даже это ожидаете. Что-то закончится в вашей жизни, и будет новое начало. Закончится, вот, пожалуйста, третьи лица какие-то, и будут свидания, будут свидания. Будут свидания с хорошим человеком, будет общение, и, видите, с хорошим человеком. Вам жизнь подарит хорошего человека, либо ваш мужчина станет таким, но пройдет какое-то время, ему нужно повзрослеть, помудреть, ну, как бы пройти какие-то уроки своей жизни, да. Ну, я просто уже хотела так вот сказать, потому что он вышел и не показал изначально свои мысли. Ну что ж, давайте, все, да, все на этом. Ставьте лайки, пишите комментарии, у кого как резонирует, может быть, еще что-то. Тем, кто пишет, я говорю спасибо большое, да, потому что мне важна ваша реакция, как нравятся мои расклады. Даже можете просто писать, нравится или не нравится. Ну, благодарность высшим силам многие пишут, за это тоже большое спасибо, потому что то, что вы посылаете вверх, вам обязательно это вернется. То, что вы благодарность кому-то посылаете, вам всегда это вернется. Пускай в каком-то другом виде, но это всегда возвращается. Что вы, какую энергетику вы посылаете в пространство, такая энергетика к вам вернется, а иногда возвращается даже в более усиленном виде. Ну что ж, до свидания и всего вам доброго.